Есть страна в самом центре Европы, где за находку в земле можно получить штраф больше 100 тысяч евро. Не за кражу, не за подделку, просто за то, что ты включил металлоискатель не в том месте. Бельгия. Маленькая страна, зажатая между Францией, Германией и Нидерландами. И в этой стране правила такие, что во Франции запрещают искать вообще, а тут во Фландрии можно, но только по лицензии, только с разрешением полиции и только если через пару дней сдашь находку государству. Логика простая. Земля Бельгии – это слоеный пирог из 2000 лет истории. Кельты, римляне, мировинги, крестоносцы, Наполеон. 2 мировые войны, обе прошли прямо по этим полям. Государство считает, копать здесь без присмотра значит уничтожать историю голыми руками. А кладоискатели считают иначе. Говорят, запреты только злят, и то, что находят, все равно находят, просто тихо. Сегодня 6 историй с бельгийской земли. Мистика без объяснения. Юный поисковик, который нашел клад через 3 месяца после первой покупки прибора, международный десант из 3 стран на одном поле. Артефакт возрастом 2000 лет, у которого нет ни одной подтвержденной версии, для чего он вообще нужен. Золото, вырытое случайно, вместе с ремонтом дома. И в конце история, которая началась с «нашел случайно» и закончилась в суде с обыском на 2 ведра находок и с одним из 100 экземпляров редчайшего предмета на всей планете. А еще бонус, тайна, которую так и не раскрыли. 12 золотых монет, украденных за 1 минуту прямо из музея. Ищут до сих пор. Начинаем. Прежде чем перейти к находкам, важно понять, по каким правилам вообще живет эта земля. Потому что в Бельгии их не одни, а сразу несколько, и от того, по какую сторону невидимой линии ты стоишь, зависит, станешь ты героем находки или фигурантом дела. Валлония, Брюссель, немецкоязычный восток страны. Тут поиск археологических предметов запрещен почти полностью. Точка. Разрешение дает только министр, и то в исключительных случаях, для официальных научных проектов. Фландрия – другое дело. С 2016 года здесь можно искать легально, но за это право нужно заплатить бумажной волокитой, получить официальное признание металлоискателя, приложить справку об отсутствии судимостей, всегда носить с собой удостоверение личности и это самое признание. 46 охраняемых археологических участков под полным запретом, даже если хозяин земли лично разрешит тебе копать. Копать глубже 30 сантиметров нельзя. А главное, любую находку обязан зарегистрировать через официальный портал в течение пары дней. За нарушение реальные деньги. До 126 тысяч евро штрафа за незаконный поиск без лицензии на охраняемых объектах. И конфискация техники в придачу. Вот в таких условиях и живет вся эта история. Начнем не с золота. Начнем с загадки, у которой нет ответа вообще ни у кого. По всей Фландрии, от побережья до восточных границ с Германией, кладоискатели время от времени вытаскивают из земли маленький металлический предмет. Медный, реже бронзовый, размером чуть больше монеты в 2 евро, с 2 глазами, круглыми кольцевидными отверстиями по бокам. Сами кладоискатели зовут его фламандским НЛО. Неопознанный найденный объект. Первые такие предметы попадали в руки поисковиков еще десятилетия назад. С тех пор сотни находок. Один только коллекционер из-под Михелена насчитал у себя 18 штук за 15 лет поиска. Говорит, первый свой нашел случайно, даже не понял, что это. Думал, мусор, выбросил бы, если бы не привычка проверять все подряд. Председатель объединения бельгийских кладоискателей рассказывает, он сам находил 3 таких предмета неподалеку от Земста. И знает людей, у кого их больше 20 уже в Лимбурге. Вот что странно. Предмет находят только во Фландрии. За соседней границей, в Валлонии, ни одного. В других странах Европы тоже почти никогда. Почему один маленький кусок меди производили в таком количестве именно здесь? И почему мы за все эти десятилетия так и не поняли, зачем он нужен? Загадка, на которую ни один музей, ни один археолог пока не дал внятного ответа. Версий было много. Может, деталь конской упряжи, может, часть колесной оси, металлический стержень, который не давал колесу соскользнуть. А может, что-то совсем другое, что мы просто еще не научились видеть. Как вообще могло случиться, говорят кладоискатели, что предмет производили массово, а мы со временем просто забыли, что это такое? Ответа нет. Есть только предмет.
и десятки людей по всей Фландрии, которые продолжают находить его снова и снова и каждый раз пожимают плечами. Городок Авилгем, Западная Фландрия. Парню 22 года. Металлоискатель он купил 3 месяца назад, просто ради интереса, посмотреть, что там под ногами. 3 месяца — это ничто. Обычно у поисковика уходят годы, чтобы научиться отличать сигнал от мусора, гвоздь от монеты, крышку от банки от чего-то настоящего. А тут парень выходит на обычное поле, слышит тон в наушниках и начинает копать. И находит римский серебряный клад. Монеты лежали неглубоко, похоже, их когда-то спрятали в торопях, не закапывали основательно. Возраст — время римского владычества в этих землях, когда территория современной Бельгии была частью провинции Белгика. Реакция других кладоискателей, по его собственным словам, — зависть. Люди годами ходят по полям и ничего не находят, а тут новичок, 3 месяца стажа и уже римское серебро. Есть версия, что дело не в удаче, а в самом методе. Новичок не знает правильных мест, куда все ходят по накатанной. Он идет туда, куда никто еще не додумался. Иногда это и есть весь секрет. А может, дело просто в том, что бельгийская земля щедрая. Она хранит слишком много слоев истории, чтобы новичку было трудно на что-то наткнуться. Поле возле деревни Хенис, рядом с городом Тонгерен, древнейшим городом Бельгии, еще римским военным лагерем. В одну из суббот сюда съехались 65 кладоискателей. Не случайно, не поодиночке. Организованный выезд, заранее договорились, заранее получили разрешение. Приехали из Бельгии, из Германии, даже из Англии. Представь картину. Десятки людей одновременно идут ровными линиями по одному полю, у каждого наушники, у каждого прибор мерно попискивает. Кто-то ловит гвоздь, кто-то крышку, а кто-то вдруг замирает и опускается на колени. За этот день из земли подняли римские монеты. Подняли фибулы, застежки для одежды, которыми римляне скалывали плащи на плече. Мелкие предметы, каждый из которых по отдельности не тянет на сенсацию, но все вместе снова подтверждает. Под этим полем римский слой густой, и он еще далеко не весь поднят. Слышишь тон и начинаешь копать, говорят участники того выезда. Звучит просто. На деле это и есть вся суть металлопоиска, сведенная к одной фразе. Тонгерен вообще для Бельгии то же самое, что Йорк для Британии. Город стоит на римском слое буквально насквозь. И каждый организованный выезд туда почти гарантированно что-то поднимает. Вопрос только, что именно. А теперь про предмет куда более редкий, чем фламандская НЛО, и куда более загадочный. Римский додекаэдр. Полый бронзовый многогранник с 12 пятиугольными гранями. В каждой грани круглое отверстие разного размера, а по 20 углам маленькие шарики. Во всей Европе таких предметов известно около 120 штук. Не тысяч, штук. И ни один ученый до сих пор не может однозначно сказать, для чего он служил. Версий за век накопилось множество, от инструмента землемера до подсвечника, от игральной кости до предмета религиозного культа. Ни одна не подтверждена окончательно. Первый экземпляр в Тонгерене нашли еще в 1939 году, прямо у древней римской городской стены. Десятилетиями он оставался единственным в своем роде во всей Фландрии. А потом в Оверреппене, недалеко от того же Тонгерена, кладоискатель находит фрагмент второго додекаэдра. Не целый, обломок, но достаточный, чтобы понять, что это. Человек поступает по всем правилам, сразу сообщает о находке Государственному агентству по охране наследия. Это важно. Именно благодаря такому подходу ученые впервые точно узнали место находки додекаэдра во Фландрии, а до этого все прежние экземпляры попадали в музеи без точных координат, просто найден где-то там. Через 2 года фрагмент официально передан в Галло-Римский музей Тонгерена. Теперь оба экземпляра, целый из 39-го и обломок из наших дней, стоят рядом в одной витрине. Ученые говорят, чем больше находят додекаэдров с точным местом обнаружения, тем ближе они к разгадке. Может, тайна 2000-летнего предмета решится не в лаборатории, а в поле, там, где очередной кладоискатель однажды услышит знакомый тон в наушниках. Запомни этот предмет. Он еще вернется в этой истории и при куда более драматичных обстоятельствах. Валлонский Брабант, несколько километров от Ватерлоо, того самого поля, где решилась судьба Наполеона. Обычный дом, обычный ремонт. Сын знакомого хозяина копает возле фундамента.
по хозяйственным делам, никакого металлоискателя, никакой охоты за сокровищами. И натыкается на банку. Внутри золотые монеты. 20-франковик Леопольда II 1870 года. Французский 20-франковик 1877. Состояние почти безупречное, будто монеты положили в банку вчера, а не 1,5 века назад. Хозяин узнает об этом случайно. Брат приносит показать находку, протягивает руку. Это золото? И да, золото, самое настоящее. История ничем не примечательна с точки зрения масштаба. Ни миллионы, ни центнеры серебра. Но она прекрасно иллюстрирует главное правило бельгийской земли. Тут не обязательно искать специально. Она сама отдает. Во время ремонта, при рытье котлована, при вспашке поля. Просто нужно оказаться в нужном месте с лопатой в руках. Кто-то 1,5 века назад закопал банку с золотом у себя во дворе и забрать, судя по всему, так и не вернулся. Обычная человеческая история, каких по всей Европе тысячи. Спрятал на черный день, а черный день так и не наступил. Вернуться было уже некому. А вот теперь главная история. Та, ради которой вообще стоило разбираться, что происходит с сокровищами в Бельгии. Сентябрь 2019 года. Лимбург, городок Гингелом, недалеко от Варима. Гражданин Франции, который живет здесь же, в Бельгии, обращается в Государственное агентство по охране наследия. Говорит, расчищал свой участок земли и случайно нашел клад. 14 154 римские монеты. Зарыты были в его собственном саду. По бельгийским законам все просто и справедливо. Если находка случайная, если она сделана на своей земле, нашедший имеет полное право стать ее законным владельцем. Ни разрешения, ни доли государству, ничего. И вот тут разница между Бельгией и Францией начинает работать не так, как задумывалось. Во Франции металлоискатель для поиска археологических предметов запрещен категорически, под угрозой тюрьмы и крупных штрафов. А во фламандской части Бельгии с 2016 года можно легально для личных целей. Человек это, похоже, прекрасно понимал. Агентство по охране наследия направляет специалиста для проверки находки. И тут начинает рассыпаться первая деталь. Специалист приходит к выводу, что такое количество монет просто физически не могло быть найдено на указанном участке. Земля не совпадает, слой не совпадает, история не сходится. Начинается расследование, уже совместно с французскими властями. И оно приводит к обыску дома того же человека, но уже во Франции. То, что находят там, не укладывается в голове даже у опытных археологов. Больше 27 тысяч предметов. Браслеты и ожерелья бронзового и железного веков. Римские фибулы, застежки для плащей. Пряжки меровингской эпохи и эпохи Ренессанса. Фрагменты статуй, гальские и римские монеты вперемешку. Все это, по свидетельству журналиста, который был на месте, вываливалось из 2 огромных пластиковых ведер прямо из багажника машины. И один предмет, при виде которого специалисты, судя по всему, забыли дышать. Полый медный римский додекаэдр. Тот самый загадочный многогранник, который мы обсуждали чуть раньше. Экземпляр, каких на всей планете, известно чуть больше 100. Сам обвиняемый позже признавался. Думать о том, что контекст этой находки теперь навсегда потерян. Не знать, где именно и как она лежала в земле, по-настоящему тяжело. Следствие приходит к выводу. Почти все эти вещи выкопаны нелегально на территории Франции, где металлопоиск с целью найти археологические предметы прямо запрещен законом. А бельгийская легальность использовалась просто как прикрытие, как способ отбелить награбленное. Заявить находку на своей бельгийской земле, где все чисто по закону, и спокойно владеть тем, что на самом деле вырыто за границей, там, где это преступление. Французский министр экономики назвал сотрудничество бельгийских и французских служб образцовым и поблагодарил за бдительность, которая позволила изъять, по его словам, бесценное археологическое сокровище. Дело дошло до суда. Человека обвиняют в одном из крупнейших случаев археологического мародерства в новейшей истории Европы. Додекаэдр из этой коллекции сегодня – предмет отдельного научного интереса. Один из 100 с небольшим экземпляров, известных миру. И одновременно вещественное доказательство в уголовном деле. Вот она, настоящая цена бельгийских законов о находках. Не в золоте измеряется. В том, что разница в законодательстве соседних стран может превратиться в лазейку для мародерства целой чужой истории. И напоследок, история без находки. С точностью да наоборот. Бегинаж города Кортрейка.
Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, один из красивейших во Фландрии, 41 домик 17 века вокруг тихого внутреннего двора. В зале Святой Анны хранились 12 золотых монет. Найдены они были еще в 1999 году при археологических раскопках, самая обычная задокументированная находка, ничего таинственного. А дальше начинается настоящая тайна. 9 августа 2016 года. Камеры фиксируют, группа людей проникает в зал и за 1 минуту забирает все 12 монет. Просто исчезают вместе с монетами. Стоимость коллекции оценивают почти в 30 тысяч евро. А по отдельности на закрытых аукционах такие монеты могли бы уходить и по 7 тысяч евро за штуку. Полиция открывает дело. Допросы, просмотр записей с камер, все как положено. Прошло уже почти 10 лет. Преступников так и не нашли. Есть версия, что монеты давно вывезены за границу и осядут где-нибудь в частной коллекции, тихо, без лишних вопросов о происхождении. Есть версия, что рано или поздно кто-то из воров попытается их продать, и тогда неизбежно всплывет вопрос, откуда золото. Пока ни то, ни другое не подтвердилось. 12 золотых монет. Украдены за минуту. Ищут почти 10 лет. Каждый решает сам, появятся ли они когда-нибудь снова на свет, или так и останутся частью чьей-то закрытой коллекции, о которой мы никогда не узнаем. Вот и вся Бельгия. Страна, где искать сокровища почти официально считается преступлением, а сокровища все равно продолжают выходить на поверхность. То при ремонте дома, то у новичка через 3 месяца после первой покупки прибора. То в виде маленького медного предмета, у которого до сих пор нет объяснения. А то как предупреждение. О том, что случается, когда закон одной страны становится лазейкой для того, что запрещено в другой. Земля здесь щедрая, и она не спрашивает, есть у тебя лицензия или нет. Она просто ждет, когда ее потревожат еще раз. Все источники и изображения находок в описании к этому видео.